Всем доброе утро. Погода у нас очень интересная. О, что это с небом? С утра было -2, а сейчас, видите, солнышко, тепло, жара. Такая вот погода меняется все время. Хочу вам показать кое-что интересное. Смотрите, вот двор. А вот дрова. А знаете зачем? Потому что в этом доме живут люди, вон видите, труба, которые топят камин дровами. Настоящий. Вот такой домик построен. Тут, наверное, какие-то вещи личные. Сейчас вам покажу этот дом, где входные двери. Я так понимаю, это двухэтажные квартиры, потому что дом двухэтажный. И у каждого свой вход. Как вам входные двери стеклянные? Вот так просто. Стеклянные входные двери у всего дома. То есть не две двери, не железные двери, не бронированные двери, не двери под сигнализацией, а просто двери стеклянные. И, кстати, внизу в двери, видите, такой проемчик. Это почтовые ящики для почты. Вот так, посреди города. Дом, в котором топят дровами камин, и стеклянные двери. Как вам нравится? Стоит машина, открытая, водителя нету, людей вокруг нету. Я уже минуты 3 зависаю на окне, чтобы понять, кто оставил открытую машину и где этот человек. Когда-то вот так в окно тоже смотрела, и прямо на моих глазах была кража. Как я догоняла водителя автомобиля, это надо было видеть, чтобы рассказать ему о том, что у него из машины украли рюкзак. Ну, а тут, посмотрите, все открыто. Так там машина была закрыта, просто человек в наглую открыл двери и вытянул рюкзак с пассажирского сиденья, закрыл двери и ушел. Я успела его сфотографировать. Вот. А сейчас, смотрите, ну просто никого нету. И я вот уже сколько с вами болтаю, никого нет. Где же этот хозяин этого автомобиля, который его бросил открытым? Давайте подождем, мне прям интересно. Главное, машина стоит посередине, она явно мешает другим машинам. И ничего не могу понять. Мало того, что он не припарковался нормально, хотя место, в принципе, есть. Ну, можно было где-то стать нормально. Так он еще бросил машину открытой и ушел. Как-то интересно прям. Ну, пока никто не пришел. Не, ну там на первом этаже офис есть. Может, там хозяин автомобиля. Но зачем он? Ничего не могу понять. Ну, надо было припарковаться нормально. И, уходя, закрыть двери. Ну, как бы так. Что припарковано по-странному. Что двери просто нараспашку. Ничего не могу понять, что это такое. Появился хозяин автомобиля. Не было его минут 15 точно. Ничего его не смущает, что машина стоит посредине дороги, что открытая калитка. Калитка. Дверцы автомобиля открыты, автомобиль полный каких-то вещей. Ничего не смущает. Видно, у него никогда ничего не воровали. В общем, конечно, я не показывала, как я это все делала, потому что я думаю, что оливье, например, и так все знают, как резать, или крабовый салат. В общем, рассказываю, что сделала. Это оливье, это соленые огурцы отдельно порезала для них. Вот. Потому что если сразу смешать, сильно стекает. Это крабовый салат. Тут отдельно тоже огурцы для них.
для них, для него. Тут шуба вверх ногами, снизу буряк, а тут картошка, потом переверну вот так на миску, и получится такая прямоугольная шуба. Это еврейское наше любимое блюдо, всегда на все праздники. Вообще вот это оливье крабовое еврейское, это постоянные наши салаты. Они обязательно присутствуют на праздниках. Дальше тут завернула синенький тещин язык, майонез, чеснок и помидорчик. А здесь примерно так же, как здесь, только тут цукини с майонезом, без чеснока, но с корейской морковкой. Это, кстати, эксперимент, я думаю, должно быть вкусно. Так, маринованные грибочки. Тут будут бутерброды, здесь яйцо, плавленый сырок, картошка и консерва тунца и ложечка майонеза. Это будут бутерброды, плюс еще будет свежий огурчик. Ну, понятно, это маринованный помидорчик. Боже, помидорчики. Это я уже устала, а мне еще торт делать. Это маринованные грибочки с синим луком. И вот такую вот мисочку отбивных нажарила. К отбивным вот порезала ананасы на завтра. Отбивные будут запеченные под сыром. Одни с ананасом, одни с кукурузой. Вот. И приступаем к приготовлению торта. Торт проще простого. Делаю обыкновенный бисквит. Значит, форма у меня для выпекания 27 сантиметров, поэтому я беру 10 яиц. Считайте, что на одно яйцо идет 30 грамм муки. Вот я уже отмерила. И 30 грамм сахара. То есть на 10 яиц 300 муки, 300 сахара. Яйца вбиваю вместе с желтками. Раньше я морочилась, разделяла их. Сейчас я уже так не делаю. Это долго. Все сюда вбиваем, все 10 яиц и 300 грамм сахара. И потом взбиваем. Давайте вперед. Миксера буду увеличивать. У меня, видите, тут от единицы до пятерки. Постепенно я буду увеличивать. Весь процесс займет примерно 15-20 минут. Вы видите, масса насколько увеличилась. То есть было на дне, а уже почти полная миска. Все, на этом все. Убираем миксер, пока он нам не нужен. Он понадобится нам для крема потом. Так. Вот это надо было положить сразу, кто любит. Но у меня хорошая мысля приходит опосля, поэтому я сейчас добавлю, так его чуть-чуть затрушу. Я люблю, когда ванилькой пахнет само тесто. И начнем добавлять муку. Я надеюсь, ничего страшного, что оно... Ну, потом растает в процессе. Это ж немного сахара, так чуть-чуть. Я надеюсь, на качество это не повлияет. Муку высыпаем не всю, а порциями. И просеиваем, конечно. И теперь аккуратненько лопаткой снизу вверх замешиваем муку по чуть-чуть, не спешим. Дно формы я застелила пергаментом, стенки формы смазала маслом, и тут тоже немножко маслом, и высыпаем. Кажется, у меня много теста. Кажется, мое тесто вылезет из формы. Или не вылезет, как вы думаете? Ладно, рискнем.
Я в прошлый раз, по-моему, на 7 яиц сделала. В этот на 10 решила, думаю, повыше будет. По-моему, я переборщила. Ну ладно. Нет, я переборщила. Возвращаем тесто назад в миску. Так. Просто ему некуда будет подниматься. Так, значит, у меня будет 2 коржа. Угу. Значит, мне надо больше крема делать. Все, половину отлила. Чуть-чуть вот так потрясем его, чтобы он стал ровнее. Все, ставим в духовку. Духовку только включила, она у меня не разогретая. 180 градусов. Так, крем должен был быть самый обыкновенный, сметана и сахар. Но я по какой-то причине купила 2 сметаны. И больше того, я даже одну сегодня уже открыла. То есть мне сметаны мало. Но у меня есть сливки, поэтому взбиваем сливки, а потом добавлю туда сметану или как-то так. Я даже не знаю. Сейчас подумаю, как это сделать. Ну, что-то сейчас придумаем. Подождите. Так, выливаю сливки. Сливки 30%. Добавляю сюда сахарную пудру. Я не знаю, сколько у меня ее там, но где-то на донышке, я думаю, для этих сливок будет достаточно. Оп, поломалась. Починилась. По какой-то причине сливки не хотят взбиваться, то ли мало сахарной пудры, то ли у них совести нету. А я очень спешу, потому что уже вечер, и после 10, уже после 9 даже нежелательно включать миксер. А мне еще сделать надо второй крем. Поэтому сейчас я найду еще сахарную пудру и добавлю. А нет, значит, у меня есть загуститель для сливок. Но! Ничего мне не испортите, совести нету, я и так спешу. Так, смотрите, сливки взбились. Видите, они такие вот, ну, густые, в общем. Теперь я по чуть-чуть буду добавлять сюда сметану, наверное, даже по ложечке, потому что я не уверена в том, что я делаю и что это получится, но будем пробовать. Так, тут все просто. Сливки 200 грамм 30%, 200 грамм упаковки 175, сыр Филадельфия. Я добавила еще, чтобы было 200. Можно использовать сыр маскарпоне, но почему-то я об этом забыла. Я почему-то вместо маскарпоне купила Филадельфию, но не думаю, что разница сильно большая. И 80 грамм сахарной пудры. Все та же система. Взбиваем сливки с сахарной пудрой, потом добавляем маскарпоне. Полетели. Так, вот такие у меня 4 коржа получились. Такие мягенькие, очень вкусные. Как видите, все в порядке. Один корж я проспала, пока делала крем, он немножко подзагорел. Ну, ничего страшного. Я то, что подзагорело, чуть-чуть обрезала. Ну, так, нормально. Так, что я теперь делаю? Я люблю, когда коржи немножечко влажные, поэтому я буду делать пропитку. Пропитка обыкновенная. Сироп и вода. Фу, сироп и вода, боже. Вода и сахар. 6 столовых ложек воды, 4 столовые ложки сахара. Я делала из расчета на один корж 6 столовых ложек воды. То есть у меня 6 и 4, 24, 4 и 4, 16. 24 воды, 16 сахара. Закипятила, сахар растворился, отставила. Вот это можно чуть-чуть съесть. Вкусно, сил нету. Все, делаем пропитку, но вы, так как я, не делайте. Бисквит любит полежать, отдохнуть после того, как испекся. Но у меня нет времени ни на полежать, ни на отдохнуть. Поэтому я сразу делаю весь процесс. Но вы так не делайте. У меня видео готовьте, но не так, как я.
Не так готовьте, но не повторяйте моих ошибок. Я вам показываю, как делать не надо. Так, немножко осталось, можно, значит, делать меньше. Ну или долить больше, будет более мокрое. Ну, такое, чтобы оно казалось влажным, то тоже так не надо. Так, все, хватит. Так, дочка у меня заказала еще прослойку делать из клубничного варенья. Но это даже не варенье, а клубничный джем. Видите, тут, ну, практически чуть-чуть нету семечек, что очень хорошо, потому что когда клубничное варенье ложат куда-то в выпечку, я лично не люблю вот эти вот косточки. Не столько ел, сколько из зубов выковыривал. Поэтому вот лучше вот такой вариант, когда нету косточек. И это джем. В прошлый раз, когда я делала мужу торт, на меня поступила жалоба, что было мало варенья. Поэтому в этот раз постараюсь сложить побольше. Ну, насколько у меня получится. Теперь сверху крем. Так, теперь сверху ложу корж. На этот корж мазать варенье не буду, потому что у меня осталось полбаночки. Поэтому через один корж промажу кремом просто. Следующий корж вареньем кремом. И верхний корж уже вторым кремом. Сейчас все покажу. Да, торт у меня будет огромный, я вам скажу. Что я поняла? Я поняла, что на эту порцию надо покупать 2 банки варенья. Одной маловато. Видите, так тоненько. Ну ладно, уже как есть. Ну, вот такой торт у меня получился. Он очень высокий. У меня постоянно выпрыгивает телефон из штатива. Поэтому вот так буду снимать кусочками. Попросила дочка сделать ей торт с клубникой. Сейчас буду украшать клубникой. Все, торт готов. Вот такой вот он получился. И вот так вот сбоку он такой высокий получился. Ну, по-моему, ничего. А вам как? Пишите в комментариях, как вам торт.